Друзья, всем привет! Последние 3 месяца я жил в Турции, и мне удалось пожить во множестве отелей и апартаментах. На данный момент я прилетел в Австрию, в Вену, и я тут нашел просто офигительный хостел, выполненный в стиле Икеи. Я хотел бы сравнить это жилье и то жилье, которое было в Турции. Погнали, я вам поподробнее расскажу об этом. Долетел я до Австрии прямым рейсом из Анталии за 100 с лишним евро. И так как мой бюджет ограничен, мне пришлось искать самые дешевые варианты хостелов в Вене. И когда я зашел на Booking, потом зашел на Airbnb, я был прям шокирован ценой, потому что ценник намного выше, чем тот, за который я жил в Турции. Но в то же время тут стоит сказать о том, что нельзя сравнивать те апартаменты, в которых я жил 2 месяца в Турции и 3 дня в хостеле в столице Австрии, потому что это немного разные стоимости, и они по-разному считаются. Но тут также есть свой момент, который я хочу вам показать, потому что я снял последние апартаменты, в которых мы жили в Турции, и это будет интересно увидеть их. Апартаменты в Турции за $30 посуточно. 1+1, то есть тут есть одна спальная комната, ванная комната в таком европейском стиле и гостиная полноценная. Вот это все выходит за такие же $30 с кухней, с классными тарелками и всякими принадлежностями. И даже тут есть свой собственный вот такой вот сад с зонтиком и всем необходимым. Вот, только тут есть очень громкие куры. Самое интересное, что в низкий сезон в Турции можно снять апартаменты на 4 за $15 ночь. И мне уже прям не терпится вернуться осенью, чтобы еще раз пожить в таких крутых и дешевых апартаментах. Ну а я уже держу путь в хостел, который я снял в Вене, и он заслуживает отдельного внимания, и я расскажу про него прям очень подробно. Позади меня находится хостел Джо & Джо. Я его нашел на букинге, и как только я увидел этот вариант, он мне очень сильно понравился по визуалу и практичности. Он был открыт меньше года назад. Основной их месседж — это «We want to be a good neighbor». Ну, то есть они действительно делают все для того, чтобы человек себя чувствовал как в гостях, ну, как у себя дома. Еще до бронирования я был очень сильно рад увидеть, что в этом хостеле на крыше есть терраса полноценная. Туда может прийти любой желающий, посидеть, выпить коктейль, который там они наливают, насладиться закатом. И вообще я так читал, что это такая одна из основных смотровых точек, которая стала доступна после постройки этого крутого здания. В свою очередь я взял самый дешевый номер на 10 человек. Я заплатил за него $30 в ночь и остановился тут на 3 дня. Но сразу скажу, я хотел продлить этот хостел, и за 2 дня до продления уже не было вообще мест. У них также есть и личные номера на 1 и на 2 человека, но там уже цена начинается от 70 до 100 и больше долларов. Всего в хостеле доступно 345 спальных мест, и я, если честно, был удивлен, потому что хоть это и большое пространство, но там настолько классно спрятаны все эти комнаты, что сразу не поймешь, что такое большое количество людей сейчас находится на 2 этих этажах.
Давайте начнем обзор самого здания, в котором он находится. Это 7-этажная Икеа. На 5-м и 6-м этажах находится хостел. 7-й этаж – крыша с общедоступным пространством для любого желающего. Во всем здании посажено 160 огромных деревьев. Согласитесь, не в каждом районе большого города есть такая роскошь. Подняться можно на лифте прямо к ресепшену на 5-й этаж. 6-й этаж станет вам доступен после регистрации. Буквально 5-10 минут и в ваших руках ключ-карта с номером комнаты и кровати, на которой вам необходимо будет спать. Тут главное ничего не перепутать. На этом же этаже можно позавтракать за 7 евро, посидеть на диванчиках и поработать. Периодически тут проводятся вечеринки с диджеем. Чтобы подняться на следующий 6-й этаж, необходимо приложить карточку в лифте. Поздравляю, теперь нам доступен следующий уровень. Тут нас встречает мини-лес, кухня в самых лучших традициях минимализма, зоны для отдыха и самое главное, тут находятся все комнаты для сна. Предлагаю сразу перейти к моей комнате на 10 человек. Изначально я хотел провести обзор от первого лица, так сказать, на живую, но, к сожалению, в моей комнате постоянно либо кто-то спит, либо кто-то собирает вещи, либо выселяется, либо приходит уборщица. У меня просто нет возможности отснять этот обзор, и даже сейчас мне приходится сидеть в комнате для переговоров и записывать закадровый голос. Кстати, да, тут есть комната для переговоров, и их даже 2, с большим количеством стульев и столов. Это вообще идеально. Так вот, вернемся к обзору. Впервые, как я вошел в комнату, мне показалось, что я перепутал дверь, так как все кровати были нетронутыми, и как будто до меня тут никто никогда не жил. В этой комнате все сделано очень просто, но в то же время практично. Лично я очень люблю вот такой стильный минимализм. Начну с самого входа. Тут есть 2 раковины, ванная комната номер 1 и ванная комната номер 2, предназначенная для инвалидов. Крючки для одежды и общая спальня с кроватями, которые выполнены из фанеры. Я думал, что они будут скрипеть при каждом движении, но на мое удивление, они максимально уверенно стоят и совсем не шумят. В каждой кровати есть розетки и свет, выдают постельное белье, полотенце за дополнительную плату. Внизу есть один большой ящик, который можно закрыть на замок, купленный на ресепшене за 4 евро. У меня тут очень приличные соседи, я прекрасно сплю по ночам. Отдельный респект за систему кондиционирования. Она работает в автоматическом режиме и просто великолепно справляется с подачей свежего воздуха на протяжении всего дня и ночи. Вид из окна для меня это стиль, не иначе. Если говорить в общем и целом, мне очень нравится. Погнали, покажу крышу. Эта крыша доступна каждому желающему Икеа. Тут вечером собирается прям очень большое количество людей, все сидят, смотрят на закат, пьют коктейльчики и вообще общаются, играют в какие-то игры. Кстати, мне тоже срочно нужен коктейльчик, сейчас я вернусь. Вот так-то лучше.
Я предлагаю с таким шикарным видом, с шикарным закатом закончить этот выпуск. К моему удивлению, я в этом хостеле испытал невероятно теплые чувства. Он меня настолько вдохновил, что я за 2 дня написал сценарий и снял целый выпуск о нем. Также он мне напомнил какую-то атмосферу студенческой жизни. Постоянно кто-то тусуется, общается, по вечерам какие-то дискотеки. Если честно, я бы с радостью вернулся в этот хостел со своими друзьями, потому что тут можно снять эту всю комнату и сделал бы такой мини-экспресс-тур по Вене. Кстати, я вообще сейчас поеду в Чехию, и у меня вообще намечается такой евротрип. Если вдруг вы находитесь где-то в Европе, либо планируете в ближайшее время, я оставлю свой телеграм в описании. Напишите мне, вот, мы встретимся, пообщаемся, будет такой небольшой нетворкинг на моем YouTube-канале. Ну и немаловажная информация, напишите в комментариях свои вопросы, либо какие-то замечания по выпуску, либо я не раскрыл какую-то тему про хостел, которую вы хотели бы узнать. Я с радостью отвечу и пообщаюсь с вами в комментариях, сделаем такой небольшой диалог между мной и вами, как зрителей. А я пойду пить свой апероль шприц. До скорого!